Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря, мои дорогие девы, уже последний месяц. И время просто летит, кажется, недавно был январь. Но, тем не менее, давайте узнаем, что нам подскажут карты. И самый главный вопрос, что или кто появится неожиданно. И, возможно, это как неожиданность сама по себе. И вам доведется принимать важные решения в той или иной сфере жизни и даже делать первый шаг. Как решиться, да? И решить, и решиться. А возможно, это будет просто новость, информация, которую вы услышите. Но каким-то образом вам это услышать будет нужно, необходимо. Возможно, это будет связано как именно кто, какая-то персона, человек, который появится в вашей жизни неожиданно. И, возможно, это как гонец или вестник, который приносит вам эту весть, и это тоже какой-то поворотный момент в вашей жизни. Словом, давайте будем узнавать. И первые карты – знаки судьбы на колоде 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери. Открытые, закрытые. Каков ключ? Куда-то и сами не пойдем, но давайте узнаем, что подскажут карты. Не задаем вопросов, это как потоковая информация. Потоковая информация, как знаки судьбы, с чем это может быть связано. Первый знак судьбы, второй знак судьбы для вас, мои дорогие девы, и третий знак судьбы. Ладно, пойдем дальше. Так что или кто все-таки появится неожиданно? С чем будут события, связанные, может быть, этих 10 дней? Как в центре вашего внимания. С учетом ретро-урана я вполне такое допускаю. И не только с 1 по 10 декабря. Это, мои дорогие, как минимум до конца января. Чтобы быть точной, до 4 февраля 26 года. Могут появиться и кто, и что. Итак, что или кто появится неожиданно. Немножко раскроем. На пороге каких событий вы стоите? Что случится? Что произойдет? Что спешит на ваш порог? И зачем все это было нужно? Как все обернется? Или к чему все идет? И по основным сферам жизни. Что ждет? Сфера личной жизни, в целом взаимоотношений, ну и, наверное, любовь, да, это где-то наши домочадцы, может быть, и вопросы дома, кстати. Что ждет в финансовой сфере и что ждет по части ваших достижений? Здесь у нас у кого-то учеба, у кого-то работа. Это в целом ваши планы. Или важные встречи, важные контакты, документы, да, если, может быть, подписать, переделать, да. Все то, что идет с приставкой «пере», это как раз по урану. Но вот смотрите, была какая-то конфронтация. Именно была. Почему говорю? Потому что уже это свершилось, и карта нам это демонстрирует. Были закрыты какие-то двери. Словно мы надеялись, имели какой-то свой план, действие, может быть, а пошло совсем все по-другому. Вы именно могли на кого-то надеяться, может быть, это на персону, может быть, и на обстоятельства, хотя ваш знак зодиака не совсем о том, что вы надеетесь на авось. Вы люди деятельные, мои дорогие. Но явно был, знаете, как остановка. Или, может быть, это было связано, когда вы оказались, ну, в какой-то изоляции. И долгое время вынужденно ожидали, пока же словно дверь какая-то откроется. Или вы, может быть, уже за последнее время пытались уже как бы решить какой-то вопрос, пробовали какие-то методы. Но вот я здесь вижу, ведь это карта еще конфликта. Может быть, это, знаете, как разошлись, как в море корабли, вот мы говорим иногда, да? Может быть, и не в море, а может быть, по разным океанам разошлись. Абсолютное как бы отторжение друг от друга или абсолютное непонимание произошло. Первая победа, по сути дела. Победа есть, то есть, да, мы настояли на своем, а эквивалент, эффект нулевой. Мы сами себя как будто в одно место поместили и стали ждать. И девушка наша, и, скорее всего, кстати, не просто не новая история, а для кого-то из вас это тянется годами. Потому что девушка, именно нам изображена уже женщина в возрасте, но она пришла девушкой, присела и думает, ну откроется же эта дверь когда-то. А она все не открывается.
и дверь заросла уже плющом, и девушка успела состариться. Вот вам нужно как будто переиграть какую-то прежнюю ситуацию. Может быть, это и действительно с каким-то конфликтом, потому что пятерка мечей нам сразу дает подсказку. Ну, как само по себе ожидание, если ты тут надо встать и уйти с этого места. Может быть, зайти с другого хода, мои дорогие. А почему нет? Или пользоваться другими методами. Но просто так, да, ждать, что дверь откроется, или кто-то откликнется, или у кого-то совесть проснется, например. Ну, почему нет? Ну, тысяча житейских ситуаций. По пятерке мечей иногда и в отношении вас была какая-то несправедливость. Может быть такое. Все-таки карта конфликта. И вы были абсолютно правы, вы это знали. Но что сложилось, то сложилось. Тут уже ворошить старое, ну, я всегда говорю, есть прошлое, что опасно ворошить. Поэтому тут карта уже предвещает нам, если ты, дева, будешь пользоваться новыми методами. А что такое метод? Это инструмент. Старые инструменты уже не срабатывают. Само действие или ситуация, или человек, вот с кем это было связано, может возвращаться. Вы можете что-то тоже возвращать, но при этом действовать, взаимодействовать как-то иначе. Второй знак судьбы. Но есть какая-то задача, которую вы хотите решить. И вы как будто наблюдаете буквально. Я не исключаю второй знак судьбы. И когда вам карта говорит, за вами наблюдают. У нас тут двое. Мы можем, кстати, мои дорогие, находиться с позиции любого человека. Это вы можете быть вот этим элегантным сеньором, который выходит, когда из дверей, и он даже не представляет, он на своей волне, он где-то в своих мыслях. Явно тут и богатый дом, ну и сеньор в костюме, имеет положение, вес в обществе. И он совсем не думает, что какой-то молодой человек тут из-за угла подглядывает. А молодой человек тоже какой-то непростой. Он достаточно хорошо сложен. И кто знает, тут по нему просто такое деяние, что не скажешь, чем он занимается. Может быть, это он специально, чтобы не привлекать к себе внимания, так, нарядился. Но вы тоже можете быть, когда вам придется словно надеть маску или где-то так вот переодеться, будем говорить, для того, чтобы это как шапка-невидимка, чтобы не быть узнанным. Вот сложная карта в этом плане. Посмотрите на нее. Кем вы себя ощущаете? Но она дает совет, что тебе, конечно, поскольку именно этот герой к нам ближе расположен. Вот такая позиция – это как знак судьбы. Но и за вами точно так же могут наблюдать, поэтому где-то не время, я бы сказала, выносить вердикты с учетом пятерки мечей, паш мечей. Но вам как будто нужно изменить направление. Но, эта карта будет говорить, что, методы прежние уже как будто не только не срабатывают, а как будто может быть небольшой разворот, как небольшой крен, в сторону чуть-чуть. Вам поможет, ну, как-то больше бонусов получить или, для себя, допустим, себя, может быть, сохранить, да, вот у кого-то так, это предостережение. Или у кого-то по работе, когда мы принимаем окончательное решение, какое-то время наблюдали, да, все-таки мечи – это интеллект. Вот поэтому работа мысли и именно какое-то решение окончательное. Вы пытаетесь сделать, но, может быть, какой-то период еще с 1 по 10. Мои дорогие девы, карта тоже будет говорить тебе, дева, перед тем, как решить и решиться на первый шаг, тебе нужно собрать больше информации. И, может быть, о себе много не рассказывать, это точно. Вас это где-то будет беречь. А вот это факт. Ты как будто сделал все, что мог. Девятка жезлов. Нам, кстати, девятка говорит, что это ты на пороге перемен, что-то будет меняться. Но это точно так же карта, когда мы накопили силы. Успели отдохнуть, наверное, судя по пятерке мечей, да? Но теперь нужно хорошенько продумать, куда мы эту силу приложим. И вот как этот человек, он завершил свою работу. То есть вы что-то завершили уже. Но сейчас он поставит двери и начнет думать, перед кем их открыть, а перед кем закрыть. Как будто семья ждет, да?
И, может быть, у кого-то напрямую вопросы жилья решаются. Но все-таки девятка жезлов — это карта говорит тебе следом за вот этой выполненной работой уже придется делать аккуратные шаги в будущее. И при этом быть очень осмотрительной. Нам две карты говорят, и где-то девятка дополняет. Прежние методы не работают. Вот для вас, мои дорогие девы, с 1 по 10, как какой-то, пусть даже траектория новая, хотя для кого-то немного и иная. Это вы как взяли крем, да, вот я сказала, а как будто либо обстоятельства требуют, либо люди, вот так вот складывается. Может быть, и информационный какой-то поток такой сбивчивый. И пока вы разберетесь, какой информации доверять или буквально кому доверять, а кому нет, должно пройти какое-то время. И поэтому аккуратные шаги именно, да, чтобы иметь какой-то запасной аэродром, сделать шаг назад. Что или кто появится неожиданно? Возможности неограниченные. Вот я говорила, сидели мы возле закрытой как будто, ну, иносказательно двери. Куда-то мы, может быть, и сами не хотели идти, кстати, но это было прежде. Ну и нас куда-то словно не пускали или мы не могли что-то осуществить. Это не зависело от нас. Это либо обстоятельства, либо это люди. А вот теперь, посмотрите, звезда — это карта, когда сбываются наши мечты. Для кого-то это, может быть, карта будет говорить с 1 по 10 декабря. У тебя, девы, будет много поездок, переездов. Или пусть одна дорога, но куда-то далеко. В принципе, расстояние проходит, да? Пространство, эфир, интернет тоже проходит по этой карте. Вот вы именно будете как взаимодействовать с пространством. Может быть, это будет по части для кого-то из вас как новое направление в работе. Или новый способ действовать, ну вот именно через интернет и зарабатывать деньги. Может быть, как дополнительный доход. Для кого-то из вас действительно вопросы дома, когда вы хотите переехать, просто переехать. Один или с семьей, у кого что. Или пусть это будет связано с работой, кстати. Ну, и именно проживать уже в другом месте. И это будет очень далеко. И я не исключаю даже того момента, что с 1 по 10 даже те из вас, кто прежде об этом не думал ни о каком переезде, вдруг такая мысль может прийти вам в голову. Все-таки звезда. Более того, карта вам еще и говорит о том, что каждое ваше решение должно быть очень продуманным. Потому что по аркану звезда, кто смотрит мои расклады давно, я часто говорю, что есть две карты выбора правильного направления. Солнце и звезда. Солнце, ну, солнце, тут и прояснение, тут еще одновременно дистанция 6-8 месяцев. А здесь это пока далекое, это то, к чему мы идем, это наша мечта, это то, что просит наша душа, к чему мы стремимся. И эта дистанция лет 10, а то и 20. Но это, по крайней мере, далекая дистанция. И это вот как будто что-то у вас здесь, если не решается, я бы сказала, вы с чем-то определяетесь, мои дорогие девы, с 1 по 10 старший аркан. И поэтому вам нужно учитывать старший аркан, что говорят люди, правильно работать с информацией. О себе много мы не говорим. Таким образом вы защищаете себя, но и подмечать, что происходит вокруг, именно обстоятельства. Что спешит на ваш порог? Вот персона какая-то может спешить на ваш порог. Персональная карта, король жезлов. И, знаете, может быть, это действительно для кого-то проиграется как человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Может быть, это и по работе. Но это карта харизматичного лидера. Может быть, в вашем окружении есть такой лидер. Или у кого-то может быть и знакомство. И вы где-то можете не доверять, кстати, да? И я бы сказала, вот эти люди, которые, ну, идут как сигнификация этой карты. Да, знаете, вот зажечь как будто своим, ну, может быть, оптимизмом или видением того или иного дела. Нас такой человек может. Нам хочется общаться, потому что эти люди обладают магнетизмом. Они оптимисты, мои дорогие, это правда. Но карта однозначно говорит: дева, придется тебе какое-то дело, даже если это планируется вдвоем что-то делать. Скорее всего, рассчитывай сам на себя или сама на себя. Карта очень хорошо тут прорисована.
Король показывает, что-то рассказывает и показывает на карте коту. Поэтому, знаете, как сама по себе идея, контакты с человеком, они будут для вас хороши. Я бы даже сказала, необходимо. Потому что вы можете услышать какую-то информацию, это знаете, как э, эврика, когда какой-то пазл в нашем сознании складывается. Мы никогда не знаем, откуда к нам приходит информация, и иногда совершенно в неожиданных местах. Вот вы можете оказаться в таком месте, и причем совершенно случайно. Поэтому даже в таких, казалось бы, мелочах вам нужно постоянно, ну, все подмечать, анализировать, мои дорогие. Потому что пусть на какой-то короткий период для вас самих пазл действительно складывается. Это как возможность. Но действовать вот в том, что вы решите, нужно в одиночку. А у кого-то это будет связано именно с контактом с подобным человеком, с каким-то харизматичным лидером. И к чему это все идет? Ну, вот я сказала, тут не замечтаться, да, действовать. Вы можете что-то планировать, например, бизнес-проект, или пусть это не бизнес, но какое-то личное дело, и то, чем вы занимаетесь, будет интересно еще одной персоне, да. И вроде персона такая очень заманчивая, интересная, может быть, и интеллектуал, может быть, и вот такой человек-оптимист, но, тем не менее, делать-то тут придется самому, да и рассчитывать, кстати, по деньгам тоже. Карта предупреждает, что то, что, может быть, на импульсе начинается, и мы не можем на это опереться. Потому что либо человек куда-то раз и растворился, либо он может, ну, быть самим по себе немножко и потом отойти от того дела, которое вы задумывали вместе. Вот к партнерским отношениям, мои дорогие девы, будьте-ка вы внимательны, потому что пятерка пентаклей– недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Поэтому обещать нам могут, а действовать придется самим. Давайте я раскрою немножко эту карту неожиданно. Это о чем? Вам нужно учиться. Вы сдаете как жизненный экзамен одновременно. Всегда идут знания. По тройке пентаклей это карта будущего. Всегда тройка– это будущее. Но мы пока находимся вот именно в этой точке того, что у вас сейчас происходит. И это можно расценивать как своеобразный жизненный экзамен. Но карта говорит о том, что тебе вот именно сейчас, как свою миссию, таланты надо раскрыть. Может быть, подойти более ответственно к этому вопросу. Где-то тут, м, понимаете, перестроить, реорганизовать свою какую-то финансовую составляющую, да. Или добавить себе как будто каких-то знаний, взаимодействия с людьми, ну, может быть, и людьми теми, которые на какой-то, пусть короткий период жизни нам словно могут быть полезны, потому что у нас есть общие интересы. Но будь готов к тому, что потом дороги разойдутся. Вот, кстати. Но для тебя это тоже будет своеобразный жизненный экзамен, поскольку, с одной стороны, знание– сила. Тебе знания будут помогать для того, чтобы в дальнейшем какой-то финансовый вопрос решать. Или буквально знания, когда вы обретаете новый сертификат, например, да, или изучали какую-то науку, или просто даже навык, какой-то скилл. Это как ремесло приобретали, да, и это вам позволяет, к примеру, работать из любой точки мира. Вот тут любого рода знания, но это не ради любопытства, а ради конкретного интереса, потому что эти знания, так и говорит карта, ты потом переложишь в эквивалент финансовый. И, может быть, вот этот человек, да, которого вы встречаете, или, может быть, он уже есть, и у вас идут контакты. Вам бы хотелось, вы сами люди надежные, поэтому, понятно, нам хочется и таких же вокруг себя иметь. Но, видимо, вот сейчас пока с 1 по 10 не все однозначно, мои дорогие девы. Поэтому где-то допустить или задать, опять же, себе вопрос, что я буду делать, если я останусь один на один. Это тоже можно расценивать как жизненный экзамен. И что будет дальше? Но дальше какой-то выход из лабиринта и окончательное решение. Или какая-то еще информация. По тузу мечей в любом случае тут выбор есть, и мы как будто его уже сделали. Может быть, вы и сейчас делаете выбор, но вы еще где-то
определяетесь с методами. Значит, для многих из вас вот эта мечта. Вы уже что-то задумали, мои дорогие. Но вот именно время сейчас как призывает пока еще от чего-то не отказываться, продолжать. Да, вот пусть это даже контакты с конкретным человеком. Но и в то же время просчитать, что пройдет какое-то время, мы говорим, как это все обернется. Обернуться это может каким-то, к примеру, недопониманием отчасти. И, может быть, какие-то финансовые темы вам придется пересмотреть и после этого принять однозначное решение. Что ждет в сфере личной жизни? Ух ты, колесница. Карта успеха, мои дорогие. Ну, личная жизнь – это не только про любовь, и надо сказать, что особенно старший аркан, тут что-то более значимое есть, да? А вверху аркан звезда, мечта. Тут не совсем про чувства, точнее, совсем не про чувства. И, может быть, мы говорим личная жизнь. Банально иногда, хоть и старший аркан, он проигрывается именно колесница – тема о том, что вы будете мобильны. Я где-то говорила, поездок, переездов, может быть, будет много каких-то путешествий, перемещений в целом. А для кого-то карта будет говорить, проверь свое транспортное средство, чтобы оно тоже было мобильным. Ну, где-то будь осторожным, потому что как бы для вас, мои дорогие девы, продумывать план. Почему нужно быть мобильным? Потому что вполне вероятно, вам, может быть, доведется быстро принимать какое-то решение. И съездить даже в назначенное место, чтобы что-то увидеть своими глазами. Поэтому может, кто-то банально меняет авто, я такое тоже могу допустить, но все же старший аркан. Это всегда есть нечто большее. Это наша задумка, это наша мечта. Но все то, что происходит вокруг, или все то, что касается вашей личной жизни, здесь тоже, увы, пока неоднозначно. Как будто туда или сюда. Мы не можем поехать и туда, и сюда. А нужно выбрать что-то одно. Ну, я допускаю, конечно, что меня смотрят разные люди, знак Дева. Это только, знаете, как один знак зодиака, а каждый рожден в какой-то свой день, в свой час. И поэтому мы, конечно, все разные. Может быть, у кого-то и любовный треугольник, и вам нужно с чем-то определиться. Но все же аркан колесница, будем говорить, карта успеха. Поэтому у вас тут есть что-то очень важное, которое, я больше вижу, касается либо вашего дома, либо места пребывания в целом. Но и тут, как знаете, все важно. Может быть, это и вопросы личной где-то жизни, но больше именно откуда к вам приходят деньги, какие-то, может быть, системы взаиморасчетов. Да, договариваться приходится, но верхний весь ряд, да, собственные знаки-то судьбы. Здесь нам больше об интеллекте говорят, о том, что что-то нужно перестроить, переиграть на какие-то новые рельсы. И самое главное, карта дает совет, не оглядывайся назад. Что ждет в финансах? Король кубков, 2 короля. У кого-то могут пройти согласования в высоких инстанциях. Или вам действительно есть какая-то еще персона. Вам придется договариваться и именно по части денег. Все же король кубков может точно так же говорить, ведь эта карта часто супруги, партнер ваш. Ну, пусть даже брака нет, но вот с кем вы вместе проживаете, или кто-то из ваших близких, родных. И это деньги партнера, как бы, да. Но карта дает совет для вас. Смотрите, будут приятные эмоции, будут какие-то позитивные моменты и по деньгам, мои дорогие девы, это точно. Но более рационально. Они вам могут понадобиться, эти деньги, я так могу предположить. Ведь обратите внимание, король кубков – это единственная карта в колоде и персонаж, который словно маг умеет быть в двух энергиях как бы одновременно. Но не одновременно, а менять быстро. Релокацию какую-то производить внутреннюю. Он не примешивает чувства в рациональные, материальные вопросы. Он всегда показан либо на постаменте, либо вот как отрезок, участок суши. То есть это какая-то твердь, это какой-то базис. Это то, что требует не эмоций, а вдумчивых решений. Это как раз по вашей части. И в то же время король кубков готов дарить любовь, эмпатию и принимать эту любовь.
Но это не сухая прагматика, а это именно только чувство. Мои дорогие девы, деньги есть, деньги будут, но вам как-то как изменить отношение к деньгам или откуда они приходят. Вот что-то такое оно есть. Может быть и связано с семьей, с домом. Но есть когда и, видимо, время эмоциям, понимаете? Вот просто разделять. Может быть, и настроение где-то будет колебаться. Будьте к этому готовы, судя по знакам судьбы, да? Потому что первая карта, ну, где-то может свидетельствовать о том, вы так, как ежик, как будто, да? Ну, может быть, вот так обстоятельства складываются. Но, наверное, тех, кто вас любит, вот к ним нужно быть внимательным. Не все тут именно с прагматизмом связано. Но кто-то и вам может помогать. Сфера ваших достижений. Ну, какой-то марафонский забег это точно есть, и аркан-звезда. Добрые дела наспех не делаются. Эта карта будет говорить, что тебе, дева, придется что-то изучать. Может быть, какие-то инструкции, быть внимательным или внимательной к деталям. Это очень часто, кстати, по этой карте, по крайней мере в моих раскладах, рыцарь Пентаклей будет свидетельствовать о том человеке, который есть в вашем окружении и вам может прийти на помощь. Может быть, дельным советом. И это может быть тот человек, на кого вы совсем не думаете. Он есть просто в вашем окружении, да? И вам, может быть, еще предстоит его найти. То есть, либо та персона, которая была в похожей ситуации, как у вас, и может дать дельный совет, это не советы постороннего, это как будто вот только один человек, точно в отношении денег. Если вам нужно как погасить какой-то платеж, то тоже человек может вас выручить. Есть такой момент. Но все то, что касается ваших задумок, рыцарь Пентаклей, он идет медленно, но зато уверенно. Поэтому и вам, мои дорогие, какую-то еще траекторию придется пройти, что-то изучить, мы с вами говорили. И карта дает совет. Ступай осторожно, но уверенно. Приготовься, что не все вопросы решаются молниеносно. И сила– это не сопротивление. Сила– это знание. Когда настаивать, может быть, а когда отступить. Мы учимся, и через эти знания понимать, когда изменить направление, а когда доверять тому, что несколько больше, чем простая обыденность или повседневность. У вас аркан-звезда. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео. И там у меня, вы можете зайти на главную страницу сайта или по ссылкам. Ну, я уверена, подсказок будет больше. Сверьте ваши планы с расписанием звезд, а там у меня конкретные как бы периоды указаны. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.